Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Март 2025 года. Что откроется, что прояснится, секреты марта и ключи судьбы. Давайте узнаем подсказки карт. Но будем добрее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Мы люди, мы допускаем ошибки. И очень важно в течение всего 2025 года адаптироваться к тем условиям, которые складываются для нас. Мы не на все можем влиять, мы не все можем изменить, но вот свое отношение изменить мы можем. И тогда 1001 вариант мы найдем для того, чтобы как и правильно провзаимодействовать, так и решить какой-то вопрос. Давайте через карты и Таро рассмотрим один из альтернативных вариантов с позиции позитивной психологии и будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите или сумеете рассмотреть вашу ситуацию с другого ракурса. И первые три карты, которые мы достанем, чему вам нужно, по мнению карт, уделить внимание в марте месяце. С чем это связано? Это как ключи судьбы, знаки судьбы. Иногда бывает и так, что мы сталкиваемся с какой-то неопределенностью или неожиданностью. Мы думаем, о, ну вот как это можно понимать? А к этому, если так вот отлистать, как киноленту нашу жизнь назад, то проанализировав, мы понимаем, а ведь предпосылки на самом деле к этому были. Либо не хотели увидеть, либо даже не интересовались, где-то прошляпили что-то. Поэтому вот узнаем, каковы ключи судьбы. Что откроется, что прояснится. Две карты. И следующее, это как расклад в прогнозе. Две карты, имеется в виду два направления, две темы. Сбудется ли ваше желание? Осуществится ли задуманное? Вы можете выбрать одну, пока мы раскрываем верхние карты, прислушайтесь к интуиции. Или вы можете загадать и две каких-то темы, два направления. Или разбить по времени. Один какой-то срок, но ставьте тогда сроки, более реалистичные. И второй. Неожиданности марта. Сфера ваших достижений, денег и работы. У кого-то и учеба сюда же попадет. Сфера любви, отношений и личной жизни. Итак, чему же нужно уделить внимание? Самим себе в первую очередь. Обратите внимание, действительно, какая карта, красивая карта. И наша девушка, как внутренний дзен, сохраняет. Это гармония в душе, это собственный баланс. А вот эти 7 жезлов пытаются ее достать, а ей все равно. Она на своей волне, как мы говорим, да. Есть то, что важно для вас. И это поставить или себя поставить на первое место. А какую-то многозадачность у вас как раз по этой карте могут быть люди заинтересованы. Помним, интерес сегодня есть, завтра он исчез. Поэтому не пытайтесь все одним махом решить, все вопросы выполнить. Всем быть где-то хорошему, вот об этом тоже говорит карта. В конфронтацию мы не вступаем. Да, карта свидетельствует о том, что если нужно, вы сумеете за себя постоять. У вас сильная позиция. Но а стоит ли? А надо ли растрачивать силы, энергию, может быть и средства? Поэтому перед тем, как откликаться, мои дорогие, вам нужно продумать, действительно ли это мне нужно или это нужно кому-то. Вот такая предпосылка, как знак судьбы. А на кону ваше благополучие. И по аркану императрица, вот интересно, во многих раскладах на март выпадает карта императрицы, я имею в виду знаки зодиака, ведь 11 знаков, я уже сделала видео, пусть не во всех, но правда во многих. Хотя эту колоду я перемешала, я уже даже не знаю сколько раз, и между видео. И тем не менее, видимо, период такой марта, когда мы с чем-то должны определиться. И первая карта, все то, что я сказала, вторая императрица, это подтверждает. Вы сейчас должны быть на первом месте у себя сами. Это и ваши вопросы здоровья, вашего благополучия. Буквально как и материального, так и, может быть, место проживания. Ваши последующие намерения, цели, планы, к чему вы идете, что вы хотите достичь. Очень многогранная карта. Ведь императрица плодовита, имеется в виду не буквально, хотя у кого-то, мои дорогие девочки, сообразно возрасту, и вашим целям. Может быть такое, как ожидание ребенка, но в целом для всех энергии, для мужчин и для женщин. Эта карта символизирует, это ваш какой-то продуктивный период. Имеется в виду плодовитость на идеи, на какие-то
может быть, инсайты, когда вас что-то может заинтересовать. Вы можете как свою жизнь реорганизовать совершенно по-другому. Тут есть какая-то задумка, и как правильно рассчитать собственные силы. Что мне для этого потребуется? Этому тоже нужно уделить внимание. На кону что-то очень важное, вы сами, или ваши намерения, цели, планы. Может быть, у кого-то и переезд, и, может быть, переезд куда-то далеко. Кто-то из вас начнет изучать языки. Ну, наверное, 1000 направлений. Кто-то будет осваивать новую науку или новое ремесло, новое творчество, чтобы работать из любой точки мира. Или заниматься своим творчеством. Но самые разные направления. Но опять же, вот что хотите достичь вы, мои дорогие? Вот это должно быть на первом месте. Понятно, что реалистами мы должны быть. Императрица, главный принцип – не навреди самому себе. Договариваться придется. И императрица – великий дипломат. Вы тоже великие дипломаты. Главное – поставить перед собой цели, и найдете вы 1001 способ или средства, ну или людей, которые вас будут поддерживать. Поэтому не поставить себя самое главное, что или не оставить себя, ну, где-то в запасных. А тут нет. Сначала ваше вдохновение, а потом все остальные какие-то дела. У нас так тоже бывает. И я думаю, многие со мной согласятся. Мы думаем, что ну вот сейчас я все вопросы порешаю, а потом я где-то так в спокойном состоянии духа приступлю к тому, чтобы осуществить какое-то намерение. Или, может быть, найти нужную информацию, продумать какой-то вопрос. А так не бывает. Обязательно в этом потом кто-то вклинивается, начинает нам мешать, или какая-то создается многозадачность, то есть абсолютного какого-то покоя или время, которое нам предоставляется для нас самих. Его не будет. Его мы определяем сами. И вот основная задача – ключи судьбы. Вам нужно с чем-то определиться, мои дорогие. Адаптироваться может быть и так. Фантастика. Действительно, вам нужно быть на первом месте. И это не значит, что ну, мы с какой-то самонадеянностью и опломбом там что-то заявляем, выносим вердикты. Хотя я могу допустить, по аркану Солнца проигрывается наше эго. Нет, тут направление жизни. Всего в колоде Таро 2 карты направления. Первое Солнце, и это где-то по времени 6-8 месяцев. Поэтому вы с чем-то определяетесь. Но, может быть, какой-то предыдущий период с вами не согласны, с вами могут спорить, вас могут дергать в разные стороны. Вот это проигрывается. Карты упрямо говорят, да вот нет. Вот есть то, что тебе именно интересно. Причем на длительный срок. Но то, что может быть в разрезе твоей жизни, то, о чем ты мечтал или мечтала. И тебе это нужно как первые шаги осуществить. Каким образом ты это будешь делать? Что тебе для этого необходимо? Самое время определиться в марте и сделать, может быть, этот важный первый шаг на пути к собственному солнцу, прогрессу, новому качеству жизни. И потом ты этому проекту будешь уделять пристальное внимание месяцев 6-8. Но получится из этого что-то восхитительное. Знаете, вообще редкое сочетание карт. Вот как знаки судьбы. И это 2 старших аркана. Когда старшие арканы, это, знаете, нам как пространство помогает. Когда у нас, так бывает ведь в нашей жизни, мы хотим решить какой-то вопрос, а все время какие-то закрытые двери, в которые мы стучимся, и у нас все не получается, все что-то не складывается, или все идет наперекосяк, а здесь нет. И нужные люди встречаются, и нужная информация находится, или возможности какие-то материальные находятся. Ну, самые разные, наверное, моменты будут на вашем пути. Вот нужно это себя поставить на первое место, как я в очередной раз говорю, и определиться с чем-то. И потом перед вами открыты все дороги. И пространство будет вам буквально помогать. Это как ваша миссия, если хотите. Что откроется, что прояснится, правда? Вы завершаете, вот как этот жезл. Обратите внимание, он сделал один оборот и выходит на новый виток. Это вы выходите на новый этап своей жизни. По пажу жезлов мы учимся. И, может быть, вы действительно отправитесь на какие-то курсы или вас что-то заинтересует, но откроется возможность какая-то. Но она приходит через ваш, может быть, собственный инсайт, или когда вы можете такое сказать. Вот нет, теперь я буду заниматься только тем, что я себе поставила во главу угла или в центр своих интересов.
Или то, что я всегда о чем мечтал, и я теперь это хочу осуществить. У вас энергии даже в марте могут быть такие, что вам захочется заниматься именно тем, что интересно вам. И тогда судьба Вселенной откликается на ваши просьбы. Здесь могут быть, знаете, как кто-то курсы найдет, все-таки обучение идет, или вы какое-то важное решение принимаете, и новые возможности не заставят себя долго ждать. Что же откроется? Здесь у кого-то может проиграться и от ваших детей сообщение. Но все же вижу так. Посмотрите, паж жезлов, рыцарь жезлов, как по нарастающей идет. Возможно, придется по рыцарю жезлов вам куда-то поехать, согласовывать те или иные вопросы. Сама по себе карта драйва, но лучший драйв, чем стоячее болото. И вы в этих энергиях тоже будете находиться. Вы чем-то своим будете заниматься. Но еще и как человек может какой-то приехать и принести какую-то новость. Может быть и предложение. Самые разные могут быть неожиданности, кстати. И нам говорят, будь готов, пока ты будешь идти этим путем, ты будешь встречать много информации, много людей, и тебе со всем этим придется взаимодействовать. И если мы спросили, что откроется, что прояснится, то, что было словно в тени, становится явью для вас, мои дорогие. То, что было вашим сырым проектом или вашей мечтой, становится более полной реализацией. Или, пусть не сама реализация, понятно, март 1 месяц – это мало, ну, по срокам. Но вы уже можете теперь понять, куда же вы идете, или чему вы будете уделять внимание, каким образом получить или достичь желаемого. Давайте посмотрим, сбудется ли ваше желание. Слушайте свою интуицию. По аркану Луна, да, тут вот где-то перекликается с рыцарем жезлом, что, с одной стороны, тысячи неопределенностей. Вы можете и сами где-то сомневаться, но всегда по аркану Луна это наша интуиция. И очень часто проходят и наши близкие, наша семья, которая нас поддерживает. Ну или, может быть, это друзья. Иногда друзья ближе, чем родственники. У кого-то и так проиграется. Не рисковать собой. И правда, аркан императрицы тоже об этом говорит. Мы говорили, не навреди себе, продумай, детализируй какие-то процессы или свои шаги тоже выверяй, как будто просчитывай. Здесь нельзя действовать наобум, вот понимаете, на кону стоит что-то очень важное. И вот этот жизненный этап, мы ведь идем как бы в одиночку, и мы еще пока не знаем, как разовьются события извне, мы не знаем, какие наперед возможности откроются или неожиданности, но где-то быть готовым к тому, что нас не должно какое-то известие привести в стопор, или чтобы мы начали в себе сомневаться, или начали какой-то сеанс самокопания. Вот нет. По аркану Луна береги себя, и где-то нам говорят, избегай толпы, потому что есть выражение «меня несет толпа», и тогда мы уже собой не руководим, нами руководит толпа. Где-то об этом нам говорит карта. Ты можешь оказаться, и если сбудется или не сбудется ваше желание. Но здесь могут быть помехи, как и от людей, с одной стороны, 1000 людей и 1000 мнений, 1000 каких-то ненужных советов. Поэтому доверяй себе, своей интуиции. Но избегай, к примеру, советоваться с кем-то. Потому что, опять же, тень на плетень, у каждого какие-то свои задачи, свои видения процессов или обстоятельств, какие-то досужие мысли досужего человека, которые вас будут сбивать с ваших настроек. Сбудется ли ваше желание? Ну, какой-то непростой путь вам придется пройти, но хотя иногда такое сочетание будет говорить о том, что внешние события происходят. По аркану башня здесь могут быть и события непреодолимых действий. Я не могу сказать, что по первому варианту то, что вы загадали, это будет сделать легко. Это возможно осуществить как через какую-то ломку шаблона. Или когда приходится ломать самого себя. Когда приходится куда-то перемещаться. Или вы переместились куда-либо, а там вы сталкиваетесь с некоторыми неожиданными событиями, которых вы не могли даже предвидеть. И правильнее тут поступать по справедливости. Опять же, не рисковать собой. Здесь может помочь что? Буквально закон. Может быть, какая-то первая ситуация. Не знаю, что вы тут загадали, но 2-3 старших, точнее, аркана нам говорят, что, ну, есть что-то мутное, непонятное, правда. Или, может быть, следует за этим вот словно башня. Но, с одной стороны, башня – это когда рушится тюрьма. Ведь прообраз башни в первых колодах. Второй – это была тюрьма.
Это зона ограничений или период какой-то ограничений, невозможности сделать то, что вы задумали. Может быть, карта и говорит, что это ты через этот этап проходишь, а потом у тебя эта возможность появляется оформить, к примеру, какую-то важную бумагу или получить важный документ. Но тогда тот, кто загадал первый вариант, вы зависите, может быть, либо от людей, или от каких-то ситуаций, или от обстоятельств вашей жизни. И единственный правильный момент, который может вам помочь, или на что вы можете опереться, это буквально закон. И что в итоге? Ну, наверное, пройдя такой сложный путь, тем не менее, туз Пентаклей будет говорить, ты все равно преодолеешь все эти условности или какие-то даже преграды, и в конечном итоге ты вот это зерно будущего успеха и победы посадишь. Обратите внимание, тоненькие корешки и такие еще слабые росточки, прообраз как семечко, которое мы садим в землю, а в последующем мы получим денежное дерево. Но первый вариант, вот продумайте, с чем это может быть связано. Ну, стоит ли рисковать? Ведь надеемся мы сами на себя. И путь, нам говорят, совсем непростой. Второй вариант. Ну, всяко разно, предпочтительней. Карта мага. Ну, как карта мага всегда говорит о человеке, который тоже имеет опыт. Магами не рождаются, ими становятся, потому что есть какой-то опыт проб и ошибок. И теперь уже маг, он достигает этого уровня, когда ему совершенно необходимо учитывать прежний опыт, чтобы не повторить какую-то ошибку, но сильная позиция. Его невозможно одурачить, будем говорить, невозможно уговорить на какую-то ерунду, невозможно на него нацепить розовые очки или какими-то пафосными обещаниями, потому что он маг. Он чувствует людей. Ну, где-то интуиция вам точно помогает, какое направление вам выбирать. А если вы выбрали по времени, мои дорогие, первый, а потом загадали именно по сроку второй этап, тогда я должна сказать, что у вас правда что-то получается. Пусть этот путь будет достаточно, ну, непростой. Нет вот этой манны с неба, как вот есть выражение, да? Ну, магами, вот это где-то путь мага, все то, что нам обрисовали по первому варианту, ну, значит, какая-то задумка определенно имеет место быть и имеет право на существование. Давайте я достану дополнительную карту, с чем это может быть связано. Опыт, опять же. Может быть, вы, мои дорогие рыбы и рыбки, загадали сначала действительно по времени первый и второй вариант. И потому что тройка мечей, как бы вам странно это ни казалось, я люблю эту карту. И вот за что. Обратите внимание. Сердце, 3 меча. Оно когда-то было пронзено 3 мечами. И это не новая история. Это история старая, которая оставила след в нашей жизни. Вот этот самый шрам. Это раньше было как кровоточащее сердце или больное сердце. Теперь оно заштопанное, но шрамы остались. Это как опыт, который мы должны применить на сегодняшний день, чтобы не повторить какую-то ошибку. И именно потому, что девушка вот словно кричит от боли. Может быть, было предательство или была какая-то нечестность по отношению к вам. И вот вы теперь, кто-то из вас даже словно замкнуться может в себе. Но не совсем эта карта будет говорить о том, что мы замыкаемся в себе. Но, тем не менее, по энергиям, по тому, что нам пытается передать, ну вот через позитивную психологию, карта мага – это всегда путь одиночки. Это того человека, который, ну, не побоялся идти каким-то сложным путем, или обстоятельства его поставили буквально в такие рамки, условия, вот в эту башню, когда ему пришлось самого себя в этой башне словно найти, вывести из нее и отстроить по закону или по каким-то традициям, правилам, или вписаться самому в эти правила регулировки, в которых вы находитесь, правильно адаптироваться и в последующем себя вот так вот заново создать. И вот этот маг и получается. Но вот этот опыт, он не забываем, но он именно и приносит сильную позицию. Магами не рождаются, ими становятся. Неожиданность. Верховная жрица. Слушайте свою интуицию. Это карта тайн. Вы можете тоже столкнуться с человеком, который, ну, достаточно сильный, который умеет хранить молчание, который
умеет хранить тайны, о себе много не рассказывать. Вы можете столкнуться с таким человеком, который будет транслировать одно, а при этом задумает что-то свое. Хотя тут у каждого по-своему, все же старший аркан. Кто-то из вас может подумать о том, что ну надо же, я как чувствовал, что именно так и сложится. Или, может быть, как направление, которым не следовало заниматься. Вы тут можете многие вопросы переиграть, передумать в течение марта, в зависимости от того, что вы себе планировали. И, может быть, вы выберете какое-то иное направление. Вы можете даже попробовать что-то, как себя в одном деле или в одной какой-то сфере, потом в другой, примерить словно на себя. Есть смысл этим заниматься или нет? И никому не будете об этом говорить. Может быть, для вас и будет какое-то сообщение, тайное становится явным. Может быть, вы узнаете какую-то тайну, когда была какая-то договоренность среди ваших знакомых или среди каких-то людей. Да, и какое-то время мы жили в неведении, а вот здесь мы эту тайну узнаем, какая-то неожиданность. Вы можете также столкнуться еще и с тем, что кто-то вел двойную игру, и в зависимости от этого вы и кто это будет, или чего это будет касаться, вы будете и реагировать соответственно. Опять же, старший аркан, и у каждого по-своему. Давайте посмотрим, с чем же более детально это будет связано. Это правда решение какого-то человека. Может быть, он вам об этом скажет. Того человека, которого вы давно знали. Может быть, как известие какое-то, сообщение от него, с чем это связано. А какой-то период ожидания, словно у человека может быть или заканчивается таковой, и совершенно другое направление. Вы знаете, может открыться тайна, когда вам своеобразное предложение делают. Предложение у кого-то может быть, кстати, как предложение руки и сердца, возвращение того человека, с которым была прежде дружба, или были, ну, может быть, и какие-то более такие близкие связи, но потом человек пропал, и вы о нем узнаете какую-то информацию. Здесь вы тоже сами такой некоторый стопор можете, ну, как останавливаетесь, потому что что с этим делать? Но карта нам тогда будет говорить, не смотри в том направлении. Тебе вот теперь нужно рассмотреть что-то иное. Я не могу сказать, что если к вам возвращается человек, какие-то прошлые отношения с новой дружбой, такое я ведь тоже могу предположить. Какие-то прежние контакты, которые были прерваны, они тут могут возобновиться. Но, наверное, каждый решает сам. Единственное, что я бы сказала, нет надежности. Вот этот момент, он присутствует. Поэтому доверяйте только сами себе и тем людям, которые уже проверены. Вот какой-то прежний опыт проб и ошибок вас должен уберечь от неправильных действий. Ваши достижения. Вот ваша задача, мои дорогие. Знание силы, буквально что-то изучать. У кого-то языки, у кого-то, может быть, технологии новые, цифровые, у кого-то искусственный интеллект, у кого-то, ну, решить тот или иной вопрос, получить документ, каким образом обустроить, или самому обустроиться на новом месте. Ну, самые разные направления. По этой карте, обратите внимание, словно над пропастью, по тоненькой жердочке идет наша девочка. И она не смотрит вниз. Это очень важно. Не смотри вниз. И что имеется в виду? Если вы сейчас буквально не знаете, как проиграется какая-то ситуация, или как откликнется тот или иной человек, или вы не знаете закон, как вам правильно поступить, тогда знание, конечно, сила. Еще лампочки у нас как в виде шаров, которые придают нам равновесие. Но есть еще и такой момент. Нас может вот эта неопределенность пугать. И тогда не смотри вниз. Просто вооружись знаниями, будь уверен в сам себе и просто пройди. Но сделать это нужно вот на цыпочках как-то очень аккуратно. Может быть, для кого-то из вас меня смотрят люди из разных стран. Вы вынужденно осваиваете какую-то новую профессию, что-то изучаете. И для вас вы как, знаете, новое направление в жизни. Проходите над обрывами. Вы сумеете выйти на эту твердую землю, или вы сумеете усилить свои позиции в
в конечном итоге дорога к солнцу. Но я так вижу, что и себя приходится перестраивать, но и обучаться чему-то новому. Это касается ваших достижений, как и, может быть, способов заработка новых вы будете рассматривать. Но по пажу мечей мы меняем направление. Может быть, вот именно в марте месяце у вас происходит, ну, некоторая перерокировка, когда вы прежде думали, что я буду теперь изучать что-то одно или двигаться в одном направлении, но обстоятельства вашей жизни, причем, я бы сказала, удачно, может быть, сложились в феврале месяце, потому что, ну, у нас начинается, по сути дела, расклад, когда карты больше акцентируют на вас. И императрица, и солнце рядом, семерка жезлов. Поэтому вы можете изменить какие-то намерения и цели. И, может быть, оставляете уже что-то позади, поскольку впереди видите для себя больше перспектив. Вот в чем вы увидите перспективу, туда вы будете двигаться. По части личной жизни. Король Пентаклей. Но в целом это для людей семейных очень стабильная карта, когда ваш партнер вас поддерживает. И не важно, что король изображен. Мы по полу карту не рассматриваем. Это, конечно, может для кого-то проигрываться. Вопросы вашего жилища, вашего дома, вашей семьи, где-то и ваших детей, мои дорогие. Но здесь все стабильно хорошо. И есть тот человек, который вас поддерживает. Но для тех, кто один или одна, я бы сказала, у вас прекрасный период с кем-то познакомиться. Но есть еще и ряд вопросов, которые не совсем тут и про любовь. И тут будет у каждого по-своему. Кто-то буквально вот в новое какое-то направление будет искать и ключи, и точки взаимодействия, или задумает, как вот какой-то квантовый скачок себе в будущее. Или это как ваша миссия. Тут может какое-то быть высокодуховная цель, мои дорогие. У нас лунные узлы с января месяца. Северный узел – это основное направление, куда все знаки зодиака держат путь. Да? Это как раз лунный узел находится, северный, в вашем знаке зодиака. А южный – это будет знаки Дева. И это связь духа и материи. Поэтому как какое-то ваше намерение, цель вы можете детализировать и воплотить в жизнь. И где-то первые шаги вы будете увлеченно заниматься этим в марте. Но для кого-то из вас, меня смотрят люди разные, это будут какие-то благополучные сведения по части вашей семьи или вашей пары. Или когда какие-то все равно есть новые возможности, мои дорогие. И по королю Пентаклей это тоже материализм где-то проходит. И может быть связь духа. Вот по аркану императрица, это ведь она умеет свой собственный инсайт или какое-то намерение, цель воплотить в жизнь. Поэтому чего бы ни касалось, март месяц, по сути, первые шаги вашей самореализации. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.